Трек FX2 2023 года. Поехал в магазин, посмотрел, в соседний город ездил. Чезант город называется. Поехал, посмотрел в магазине, какие у них есть велосипеды, потому что в моем городе в двух магазинах велосипеды такие: либо гравийники, либо шоссейники, либо городские, но с женскими рамами. А я себе хотел велосипед с крыльями, с багажником, для того, чтобы сюда прицепить по бокам дорожные сумки. После работы надо заехать в магазин, купил себе продуктов, сложил и поехал. Не везти это все в рюкзаке на спине, потому что магазин находится далеко, супермаркет этот. В общем, короче, поехал я в Чезант и купил себе этот велосипед. Колеса 28-е, гидравлические тормоза Тектра, переключатели монетки, моноблоки монетки, Shimano Altus, передний свет от зарядки USB, задний свет от батареек. Сейчас вот так вот снимается, и две батарейки мини-пальчиковые вставляются, 3А. И вот здесь кнопочка снизу нажали и горит. Но у меня есть Rockbros, я его сюда поставлю, который стоит у меня на том шоссейном велосипеде, на котором мне неудобно ездить. Сиденье Bontrager, мягенькое, хорошее. Лапка мне нравится здесь, очень удобная, большая, мощная, с возможностью регулировки. Здесь вот кнопочка, не кнопочка, здесь болтик откручивается, и можно дальше, ближе подсунуть. Ротор, что передний, что задний, 160-й. Багажник алюминиевый, рама алюминиевая. Как всегда, снимаю у себя на заднем дворе. Ну, не у себя, это дом, в котором я комнату снимаю. В общем, здесь никто не лазит, не ходит. Можно спокойно велики ремонтировать. Дальше смотрим. Пластиковые крылья. Внизу с такими вот расширениями, хорошие. Вилка алюминиевая. Спицы из нержавейки, обода двойные. Покрышки какие-то дешевые, Bontrager покрышки. Дешевые, потому что дубовые, как не знаю кто. Я потом в будущем эти откатаю, в будущем себе куплю другие какие-нибудь покрышечки с вот этой вот полоской светоотражающей. Эти все, что с переднего, что с заднего колеса, сниму. Задняя перекидка Shimano Altus работает хорошо, настроена хорошо, потому что велосипед хотел, как сказать, распаковку и сборку, и нулевое ТО провести из коробки. Но меня туда привезли на машине, велосипед стоял на витрине, я полазил, походил, посмотрел, короче, я его выбрал, и мне дали чек, я говорю, все, я поехал. Я на него сел, и я поехал. 40 минут на велосипеде я приехал домой. Рама М для роста 1,65 м, 1,55 м, по-моему, 1,65 м или 1,70 м, что-то такое. Ну, короче, мне удобно ехать. Вынос
коротенький, но я хочу себе сюда поставить вынос подлиннее, потому что сиденье оттянул подальше назад и еду уже в таком хорошем полусидячем, полусогнутом состоянии. Если поставить вынос чуть-чуть подлиннее, буквально вот такой вот 100 миллиметров, будет удобно, как на моем горном велике, который у меня был дома в Украине. Гидравлика, гидравлическое масло, Тектра, ручки алюминиевые, но интерес в этом в Англии правая сторона — это передний тормоз. То есть я с непривычки ехал, начал нажимать, чуть не влетел. Хорошо, что ехал проселочными дорогами. GPS-навигатор меня повел не по трассе, а проселочными дорогами. И, короче, нормально. Ну, потом как-нибудь я это переставлю. Куплю баночку с маслом, переставлю и прокачаю тормоза. Можно будет даже сейчас открыть пробочку и выпустить воздух лишний. Ну, это все потом. Так, педальки пластмассовые, самые дешевые, самые простые. Bontrager. Система 2 на 9, да. Впереди 2 звезды, 9 звезд сзади. Переключалка передняя тоже Shimano Altus. И передние. Все Shimano Altus. Нет, вру. Shimano Acera. Передняя переключалка Shimano Acera, а задняя Shimano Altus. Шатуны алюминиевые, 170 мм. Задняя кассета Shimano KS HJ 200 на 9, 9-скоростная. Раскладка зубьев самая большая. Сейчас посмотрим. Самая большая 36 зубьев, самая маленькая, наверное, 11. Не видно. Не видно ничего. Да, 11 зубьев, потому что вторая 13 зубьев, маленькая 11 зубьев. Нормальный велосипед, нормально я на нем ехал, мне понравилось. Но надо теперь произвести на нем нулевое ТО. Это я хочу снять цепь, помыть и смазать, потому что здесь транспортировочная смазка на ней стоит. Это не трогаю, это хорошо работает, это хорошо работает. Хочу переднюю и заднюю втулку раскрутить, посмотреть, сколько там смазки. Рулевая колонка хорошо крутится, лезть туда не буду. Вот это звено, в котором пин стоит, его, ну, он отличается, эти все с такой вмятинкой, этот нет. Вот этот пин буду выдавливать. Вот тебе и дешевый ключик. Плохо попало. Плохо работает. Надо будет съездить на выходных в этот город Чезант, в магазин и купить у них нормальный съемник Park-Tool. Вот так вот. Ну, новое есть новое. Видите, как хорошо крутится. Все, сейчас я цепь в бутылку и буду ее вымывать, а потом щеточкой красиво помою, все вычищу. Так, шестигранник. Насколько это? Не знаю, насколько это шестигранник.
О, что вообще не болтик этот открученный был. Сейчас его откручу. Вот так есть, да? Сюда на стол. И теперь все. Колесо снялось. Так, торксы. Есть у меня и торксы. Вот у меня есть торксы. Покупал на Алике. И ссылку прикреплю. Пригодятся, думаю, вот тебе и пригодились эти торксы. Это, наверное. Я вот здесь сейчас, вот здесь в экране, вот здесь прикреплю ссылку. Я проводил нулевое ТО, велосипед дома в Украине, гравийник в том году. Там полностью я из коробки доставал его, разбирал и проводил техническое, не техническое обслуживание, а нулевое обслуживание, смазывал, потому что владелец велосипеда попросил обслужить. Я его обслужил. Посмотрите. Ключ на 14 и ключ на 17. И ключ на 17. 17 есть у меня 17. Ну, как я и предполагал. Вот, я сейчас втулку руками прокручиваю и слышу, как хруст идет. То есть втулка зажата была. Окей. Вот is your name. Это у меня сосед такой веселый какой-то паренишка. Вечно, как я что-то делаю, он вылазит на забор и вечно спрашивает: What is my name? А я ему говорю: What is my name? What is your name? Так, это все повытирается. Сюда, на эту тряпочку. Очень доступно. Здесь в Англии копейки стоят всякие тряпочки, салфетки. То есть не надо, как дома, там, допустим, поначалу я брал тряпки из дому старые, потом я уже в АТБ начал бумажные полотенечки покупать. Но здесь таких квадратных бумажных полотенечек я не нашел. Были либо вот такие желтые тряпочки, либо фибра желтые тряпки, либо вот такие вот салфеточки. Жена купила эти, я у нее потянул их.
Так, сейчас надо снять. Он, слышите, песни поет, ходит. Я говорю, веселый парнишка какой-то. Надо снять этот пыльник, вытащить. Вытащить его надо маленьким ключиком. Ну, можно не ключиком, можно вот такими вот круглыми. Оп, и все, и он легко вылез. Так, куда это я все слаживал? Вот сюда, да? Значит, сюда и буду слаживать. Теперь шарики. Все-таки неудобно здесь это все снимать. Что, оно не магнитится? Не хочет что-то магнититься. Неудобно здесь снимать, потому что все на полу. Все так на столе дома. Дома есть дома. Дома я снимал это все у себя в гараже. Каждый инструментик, каждый ключик висел на своем месте. А здесь все приходится в сумку с сумки, в сумку из сумки. Так, один шарик туда упал. Ну, ничего страшного. Достанем. То, батарейка садится. Так, ага, вот один шарик выпал. И все остальные шарики отсюда достану. Я слышу, колокола здесь звенят. Церковь рядом или какой-то костел. Ну, смазка присутствует. Уже хорошо. Втулки самые простые. В описании я оставлю там ссылку на магазин или ссылку на технические характеристики этого велосипеда. Сможете без проблем зайти или пройти по ссылке и себе спокойно прочитать все характеристики. Я так поверхностно рассказал. Вы уже себе посмотрите. А насчет нулевого ТО надо делать. Какой бы велосипед ни был, дорогой, дешевый, но нулевое ТО надо производить. И об этом многие веломеханики рассказывают. Это не для того, чтобы вытащить деньги с вас, а для того, чтобы продлить срок службы вот этих вот трущихся деталей, подшипников, втулок, осей. Уже где-то полчаса на эта же музыка играет. Закончилась, сосед включил. Закончилась, сосед включил.
невозможно ничего даже сделать. Вечно мешает, вечно вылазит на забор, что-то какие-то вопросы задает, что-то спрашивает. Теперь с этой стороны тоже надо смазочки сразу сюда. Полник потерялся. А где ж второй? Найдем второй. Так. Все. Пыльник на месте. Есть такая штука. Окей, окей. You окей? Окей. Видите? Подошел, что-то спросил. Все в порядке. Все в порядке. Ну, самое главное. Вот сейчас подвожу конус. Вот маленький легенький люфтик есть. Вот. И чувствуется, вообще мягенько идет. Очень мягко. Но вот кто не верит, ребята, когда купите любой велосипед, дорогой, дешевый, сами снимите любое, либо переднее, либо заднее колесо и проверите, как зажаты втулки. Не, ну блин, красавец. Я, блин, видео снимаю, а ты полотенце сюда свои вешаешь на забор. Вот, посмотрите. Ну так, пофиг. Это у них принято так нормально. Это здесь так люди живут друг у друга на голове. Называется shared house. Общага. Окей, окей, все окей. Ладно, вешай свое белье. Самолеты прям над домом летают.
Легенький люфтик есть и крутится без каких-нибудь заеданий. Хорошо, меня устраивает. Резиновые пыльнички. Один. Отлично. Отлично. Так, теперь ротор. Сейчас я помою руки. Почему не магнитит? Вроде должна магнитить, а не магнитит. Все болтики на месте, и для того, чтобы диск не повело, будем крест-накрест закручивать. А вот еще нашел ручку под этого комплекта. Думал, где она валяется. В общем, вставляется сюда. Вот сюда вот так. Проворачивается, и такая вот ручка получается. Его акцентрик этот, колесо по центру, Так, это есть. Теперь заднее колесо. Ага, здесь тоже надо открутить. А здесь просто. Здесь просто вот гаечка и все, без всяких блокировок. Ключик Ace Tools для оси под эксцентрик.
Ёп. Извините за выражение, она вообще нифига не крутится. Вот тебе и новый велосипед. Ладно, защита пускай стоит. Как я на нем ехал от собственного веса и от веса велосипеда. Смотрите. Все остановилось. Странно. 14 ключ не лезет, а на 15 люфт. Зажат, очень сильно конус зажат. Не буду я раскручивать барабан, потому что у меня нет Так, 9 есть. И тут получается 2, 4, 6, 7. Вот еще один. Потерялся.
Все, опять оставляем минимальный лифтик. И теперь чувствуется, ничего не шкребет, колесо крутится, крутится и крутится. Так, можно ставить на место. Ага, еще пыльник надо поставить. И диск тормозной. Так, сейчас опять. Готово. Понеслось. Все. Соседи пошли в кипиш. Мама на сына орет. А тому пофиг. С той стороны было. Вот. Неудобно чуть-чуть. Это было здесь. А это было вот здесь вот так.
Так, колесо по центру выставляем. Да ты что, ну сразу аж чувствуется, легче крутится. Ну, ротор тоже не кривой, хороший, ровный. Это уже радует. Туда эксцентрик спрячу. Отлично, меня устраивает. Цепь предварительно на земле забрызгал раствором специальным. И сейчас вот в бутылку закинул моющей жидкости. Убивают меня эти соседи, они еще трусы сюда свои повешали. Задрали уже. Не дают видео нормально доснимать.
пусть она минут 20 постоит. Смазка разойдется по всем звеньям. Затем тряпочкой повытираю все лишнее. И все. На этом техническое обслуживание, нулевое ТО произведено. Обязательно, ребята, после покупки велосипеда нового или бэушного нужно делать обслуживание сразу же. Потому что вы видели, что получается. Втулки зажатые, передняя еще ничего, задняя вообще была зажатая. Так что, кому понравилось, палец вверх. Напишите, как вы производите техническое обслуживание своего велосипеда. Все, всем пока.